это Бабл на канале Технозон. Даешь спорт в массы, сказал бы я, но, к сожалению, я не такой уж и заядлый спортсмен. Ну а почему я поднял тему спорта? Да потому что мы сегодня обозреваем смарт-часы для настоящих спортсменов. Это Xiaomi Amazfit Stratos. Выглядят они, откровенно говоря, охренительно. Мне они очень сильно понравились, но я вам скажу сразу, что это часы реально для спортсменов. Для меня, как для человека, который не занимается суперактивным спортом, эти часы, ну, скажем так, не знаю, под сомнением. А вот для тех, кто хотя бы один раз в 2 дня занимается спортом, либо кто решил начать здоровый образ жизни, эти часы самое оно. Ведь у них есть план тренировок. Да, есть план, вы можете задать как начинающий, и он вам сам будет подбирать план тренировок в зависимости от вашего состояния. Он очень круто мониторит пульс, он подходит практически для всех видов спорта, при этом и для водных. А вот чем здесь Xiaomi поразило, да это тем, что в сравнении с другими смарт-часами они держат до 5 дней. Все это благодаря хорошей оптимизации и тому, что они отказались просто-напросто от кучи ненужных приложений и от какой-то непонятной многозадачности. В том виде, в котором она есть, ну, например, в том же Samsung Galaxy Gear S3. Модель, которая к нам попала на обзор, является международной, но, к сожалению, здесь нет русского языка. Здесь есть какой-то китайский, есть еще какой-то китайский и есть английский язык. И это ее основное отличие от китайской версии. Но вот вопрос с языком решается очень просто, так как есть приложение на русском языке, и все настройки часов вы можете произвести именно в этом приложении. Вообще, я вам скажу, я ношу The Blaze Vibe 3. Эти часы очень крутые для выживания. Они выдерживают очень много, и батарейки их хватает на 33 месяца. Но честно вам скажу, Xiaomi Amazfit понравился мне намного больше. Хотя я не откажусь от своего Vibe 3. К сожалению, этот образец Xiaomi я не купил, а он пришел ко мне по программе розыгрышей для нашего канала. Поэтому этот Xiaomi Amazfit уходит на розыгрыш, либо он уже был разыгран, если вы смотрите этот ролик после 1 ноября 2018 года. Но вам все равно не стоит расстраиваться и отчаиваться. Дело в том, что на нашем канале магазин GearBest и канал Технозон проводят постоянно розыгрыши подарков и призов для клиентов GearBest и подписчиков канала Технозон. И чтобы это все не пропустить, я вам советую нажать кнопочку подписаться и нажать колокольчик. Но все условия акций, куча обзоров, куча интересных вещей есть в наших пабликах ВКонтакте, в Вайбере и в Facebook. И ссылочки на них я тоже положил в описании под видео. Кстати, цена на эти часы сейчас достаточно неплоха. И ссылочка на них тоже есть в описании под видео. Так что не стесняемся, идем и смотрим. Ну а я предлагаю вам взять данные часики, вернее взять коробочку запечатанную, открыть, посмотреть, попробовать настроить, поклацать, в общем сложить общее впечатление об этих часах. Я не буду их топить и смотреть, как они работают под водой, потому что я считаю, что в этом плане данный бренд уже хорошо себя зарекомендовал. Ну а сейчас я говорю свое фирменное. Поехали! Xiaomi Amazfit Stratos. Наконец-то эти часики попали и ко мне на обзор, поэтому будем их сейчас открывать. Запечатаны они вообще обалденно, все запаяно. И это глобальная версия. У нас здесь сразу же указано, что это мультиспорт трекинг. То есть он может следить за активностью для огромного количества спортивных мероприятий или спортивных занятий. Есть сердечный монитор, вернее монитор сердечного ритма, есть GPS, есть оповещение, водозащищенность до 5 атмосфер, музыка на борту, скажем так, и указана информация, что это до 5 дней жизни от одного заряда аккумулятора. Давайте посмотрим, что есть сзади. А сзади есть у нас немножечко дополнительной информации. А это у нас есть еще функция Always On Display. Плюс также здесь появилась информация о том, что это не просто GPS, а GPS плюс GLONASS. И расширенная информация по поводу влага и водозащищенности. И тут написано, что он может работать на глубине до 50 метров. Ну, вот такой вот интересный девайс. Давайте его вскрывать. Та-дам! Вот такие вот они красивые. Прописан такой себе слоган Move Beautifully, то есть двигайся красиво. Ну, давайте их достанем и рассмотрим. Составим с вами первое впечатление, коробочки нам не нужны. Ну и вот они сами по себе, такие вот часы. Я снял пленочку, выглядит вообще отлично. Давайте попробуем одеть на руку и оценим, как они смотрятся на руке. Кстати, у этих часов есть дополнительный приятный бонус, я вам сейчас его покажу. Вот они оделись. Вы знаете, когда-то у меня были часы Samsung
Gear S3 Frontier, вы знаете, ну эти выглядят, по-моему, не то, что не хуже, а немножечко даже лучше. Да какие немножечко, намного лучше. У них нет этого кольца, которое постоянно люфтило, из-за которого я в конечном итоге продал свой Frontier. Вау, на самом деле корпус вообще отличный. Так вот, какой же приятный бонус? Приятный бонус — это то, что это часы для настоящих спортсменов. Здесь есть дополнительный фиксатор внутри, то есть когда вы заводите ремешок сюда, вот он дополнительно фиксирует и не дает открыться этому ремешку. То есть здесь двойная фиксация и через замочек, и через ремешок. Фактически это очень хорошо, потому что снижается риск потери часов при занятиях очень активными видами спорта, например, плаванием, прыжками или чем-то подобным. Давайте их отложим и распотрошим нашу коробочку. Я коробочку, конечно же, уже распотрошил. Начнем с инструкции. У глобальной версии инструкция на английском языке. Она достаточно краткая, она показывает, как синхронизировать ваши часики со смартфоном. Есть QR-код для загрузки приложения и показано схематически, как заряжать эти часики. Насчет док-станции. Док-станция выглядит вот так вот. Это достаточно интересная штучка. У нее soft-touch снизу, то есть она не будет скользить. 4 контакта, которые совмещаются с 4 контактами, которые есть на часах. Фактически это происходит вот таким вот образом. Вы просто положили часы, и они заряжаются. Но я предлагаю включить их и посмотреть, что же есть внутри и на что способны данные часики. Оп, и мы видим, что часики-то загрузились. Давайте нажмем, посмотрим на... Так, первоначальная настройка. Так как это международная версия, то здесь обязательно есть английский язык. Управление происходит 2 кнопками, вверх и вниз, и большая кнопка — это кнопка выбора. Давайте начнем с выбора английского языка, а дальше посмотрим, куда нас это заведет. Здесь появился QR-код, который нам необходимо сосканировать и установить приложение. Вот мы сосканировали наш QR-код, который есть на часах. Открываем ссылочку. Видим, что это приложение Amazfit Watch. Устанавливаем. И вот, пожалуйста, у нас приветственный экран. Добро пожаловать в Amazfit Watch. Оно предлагает войти, либо создать аккаунт. Я, конечно же, его создам. Зайду я туда через Facebook. На все про все не более 1 минуты. Заполните личную информацию. Здесь он нас просит ввести наш год рождения. Выбираем наш рост. Ну и, само собой, вес. Я, конечно, не буду себе льстить. Ну, что-нибудь да нажму. И вот эта программа показывает часики, которые она поддерживает. Она поддерживает 3 версии: Amazfit, Amazfit Stratos, Amazfit Stratos 2 и Amazfit Peace. И вот мы выбираем Amazfit Stratos. Включите Bluetooth. Он просит разместить код Amazfit Watch внутри рамки. И все. Ключ доступа такой-то. Мы видим, что у нас ключи совпадают. Нажимаем ОК здесь и ОК на часах. Отложим пока смартфон. На часиках он спрашивает, на какой руке его буду преимущественно носить. Мы выберем левую. Наш Amazfit вот в таком состоянии. У нас есть 3 кнопки, есть сенсорный экран. Но это все немножечко не то. Во-первых, мы видим, что он немножечко тускловат, поэтому мы это очень быстро исправим. Зажимаем верхнюю кнопочку, появляется меню быстрых настроек, которое показывает погоду по умолчанию для моего региона. Можно включить беззвучный режим, можно включить режим в самолете. И у нас вот здесь есть кнопочка автоматической подсветки. Вот мы вообще выключили и можем задать с вами интенсивность этой подсветки. Вот мы ее поставим на 5. Это максимальная яркость. Она достаточна для того, чтобы смотреть на них без какого-либо дискомфорта. В настройках мы можем выбрать формат времени, можем выбрать язык, можем выбрать единицы измерения. Ну, здесь выбрать режимы. Авто, Airplane, но это нас все не интересует. Также можно назначить, что делать при долгом нажатии каких-либо кнопок. Настройка вибрации. Различные режимы автобэклайтов, есть функция автовыгрузки, есть функция проснуться по тапу и на какой руке носить. В принципе, достаточно хорошие настройки, ничего, конечно, такого лишнего здесь нет. Выход на экран часов осуществляется долгим зажатием центральной кнопочки. Достаточно все интересно и красиво. Здесь мы видим стрелочки хронометров. Если провести снизу вверх, то появляется шторка уведомлений. Если провести сверху вниз, то мы возвращаемся к тому же экрану быстрых настроечек. Если провести слева направо, то появляется меню быстрого доступа к активностям. Мы можем нажать More.
и выбирать, в принципе, чем мы будем сейчас заниматься. Поддерживает он такие режимы: бег, ходьба, велосипед, плавание в бассейне, open water, это значит открытое плавание на открытой воде, ходьба внутри, велотренажер, эллиптический тренажер, какие-то горнолыжные виды спорта, трейл-ран. В общем-то, здесь есть абсолютно все. Триатлон, лыжи, теннис, футбол, мультиспорт. Вы можете выбрать режим мультиспорта, он будет определять, в каком режиме вы сейчас находитесь. Это очень крутые опции. Давайте уйдем вправо, мы увидим информацию о погоде. Информация о погоде на 5 дней. Также у нас есть Heart Rate Monitor. Это монитор сердечного ритма. Мы сейчас его испробуем. Нажимаем Check Now. Вот мы видим, у меня сейчас 75 ударов в минуту. В принципе, нормальный пульс, с учетом того, что я с вами здесь сейчас общаюсь. Также есть поддержка музыки. Вы можете его подключить через USB для того, чтобы сюда загрузить музыку, подключить сюда наушники и слушать вашу любимую музыку во время занятий спортом. Есть функция будильника, есть компас. Стандартные функции типа секундомера, которые могут работать как от сенсорного экрана, так и от кнопки. Ну и тренировочный центр, где вы можете составлять расписание ваших тренировок. Вот, пожалуйста, мой план. Я начинающий. И он будет для вас выбирать режимы тренировок. Это очень и очень круто. Здесь написано, что сегодня отдыхайте. Видите, я сегодня перетрудился. И 2 дня до следующего воркаута. Поверьте, я нормальной реализации этой опции не видел еще нигде, вот кроме Amazfit Stratos. Давайте теперь перейдем к приложению и посмотрим, что же мы можем делать с этими часиками в приложении. Так, в приложении у нас на русском языке. Сразу мы видим советы по использованию кнопок. Можем здесь все посмотреть. Короткое нажатие, приостановка активности, короткое нажатие для разблокировки. Это если вы заперетесь использовать данные часы, для вас это будет очень даже полезно. И видите, показывает, что если закрыть ладонью эти часы, то оно заблокирует экран. Очень все круто. Теперь на центральном экране у нас есть с вами замер пульса, есть состояние батареи, есть активность шагов за сегодня и есть у нас мониторинг сна. Видим статус подключено, видим версию прошивочки. Мы можем выбрать циферблат. Давайте с вами поменяем немножечко циферблат. Мне очень нравятся вот такие вот с белыми темами циферблаты. Оп! И у нас сразу поменялся циферблат. Мы видим, что он стал вот такого вот формата. Кстати, очень прикольный циферблат, мне нравится. Теперь управление виджетами и приложениями. Мы можем добавлять с вами любые виджеты, которые мы хотим, вернее, добавлять и отключать. Например, мне не нужен виджет компас. Я абсолютно не знаю, что с ним делать, поэтому мы его вообще уберем. Дополнительно у нас есть функция обновлений. Текущая версия актуальна. Проверка уведомлений. Вы можете настроить уведомления о низком заряде аккумулятора, входящем в вызове, оповещение о бездействии, уведомление о цели, ежедневном уведомлении о погоде. Так что вот так вот. Если вы нажмете на такое «Я», то вы здесь увидите информацию об аккаунте, состояние, настроечки ваших часов, подключить новые часы можно еще одни и посмотреть настройки, системное разрешение, где вы можете выставить доступ к уведомлениям, настройки уведомлений, параметры. Например, здесь можно выбрать не получать уведомления, когда экран телефона активен, и управление музыкой. Так что вот такое вот незатейливое приложение, в котором можно в принципе все, что касается спорта. Если вы войдете в раздел «Спорт», то вы здесь увидите записи. После того, как вы позанимаетесь спортом, они обязательно, кстати, разблокировочка часов идет через PowerKey. После того, как вы позанимаетесь спортом, это обязательно будет передано на ваш смартфон. Так что вот такие вот интересные у нас с вами часики. Давайте попробуем их зарядить. Вот так вот они заряжаются. Кстати, в компьютере они определяются как медиаплеер. Вот мы видим, что здесь показан уровень заряда. Сейчас я хотел бы проверить, как работают оповещения. Сейчас с телефона своей дочери себе позвоню. О, а мне тут вообще звонят с неизвестного. В общем, как-то так получилось, что мне позвонили, и вы увидели входящий вызов. К сожалению, это был неизвестный номер. Но самое интересное, что вы, если вы спортсмен и используете данные часики, то очень удобно, подключив Bluetooth гарнитуру и занимаясь любым из ваших любимых видов спорта, вы можете отвечать на звонки и разговаривать через них, как через Bluetooth гарнитуру.
это незаменимая вещь именно для спортсменов. Так что вот такой вот у нас овервью получается на данные часы. И я предлагаю пройти, прорезюмировать наше сегодняшнее видео, дабы выяснить, насколько они полезны и стоят ли они того, чтобы их покупать. Ну, в общем-то так. Мнение Технозон таково. Данные часы очень хорошо подходят людям, не только спортсменам, а людям, ведущим активный образ жизни. Очень круто то, что есть план тренировок для начинающих. Они содержат практически все функции, которые есть в часах конкурентов по стоимости намного выше, чем стоят эти часы. Одни из лучших часов для тренировок и для ведения активного образа жизни. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.